Если после вчерашнего ужина у вас осталась картошка в виде пюре, ее не стоит спешить выбрасывать. Сегодня мы приготовим очень вкусное блюдо. Всем привет! И для начала картошку нужно отправить в микроволновку, чтобы разогреть. После того, как разогрели, берем вилку и вот так вот просто ее хорошо разминаем, чтобы она стала нам мягкая. И для того, чтобы было намного вкуснее, берем немножко натертого твердого сыра, который будет хорошо плавиться, и вмешиваем его в картошку. Дальше нам понадобится лаваш и сосиска. Укладываем сосиску вот так вот на лаваш и нарезаем лаваш на полоски шириной сосиску. Из одного листа лаваша у меня получается вот таких вот 6 полосок. Затем берем одну полоску лаваша, аккуратно вилкой или же ложкой укладываем на нее картошку. Картошку нужно будет разровнять тонким слоем, примерно толщиной 3-4 мм, на половину вот этого листа. Затем берем одну сосиску, укладываем наверх на картошку и стараемся вот это все завернуть как можно плотнее в трубочку. Ну и вот как-то так у вас должно будет все получиться. Таким вот образом делаем полностью все сосиски, которые вы приготовили. На первую порцию я сделал 6 штук. Дальше берем глубокую тарелку и вбиваем в нее 2 куриных яйца. К яйцам добавляем соль и перец, все по вашему вкусу. Затем берем вилку и хорошо яйца нужно взбить. На сковородку добавляем небольшое количество подсолнечного масла, даем ему хорошо разогреться. Затем берем каждую сосиску, уже завернутую в лаваш, и очень хорошо обволакиваем во взбитых яйцах. Отправляем наш импровизированный рулетик на сковородку и обжариваем с каждой стороны до золотистого цвета. А в итоге получаются вот такие вот классные сосиски с картошкой в лаваше. Давайте мы сейчас один разрежем, и вот посмотрите, сосиска получается очень теплая, картошка очень мягкая, а лаваш как будто бы дает ей корочку. И все это очень вкусно сочетается вместе с кетчупом. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилась такая вот импровизация, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых роликах. Чтобы их не пропускать, нажимайте на колокольчик. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.